Так, ну что, смотрю, люди. Появляются люди в эфире, хотя я никого ни о чем не предупреждал. Уже лайки ставят. Правильно, что ставят лайки. Так и надо. Надо ставить лайки, надо сразу же делиться этим видео. Надо сразу же поделиться этим видео у меня в телеграм-канале, если это слышит Надя. Потому что я не делал репост. Вот. Собственно говоря, я сегодня з утра вибачаюсь за мову, до речі. Да? Ну, ви ж розумієте, що треба щось там передати рашистам трохи. Да? То вони мають зрозуміти, то я на їхній, на язикі буду їм говорити на язикі. Значит, сегодня начались какие-то там бабахи, в общем, с утра. Я думаю, поеду-ка я посмотрю, что, где у нас тут бахает, да, и так далее и тому подобное. Приехал в одно место, посмотрел, приехал в другое место, посмотрел. Смотрю, куча репортеров бегает, все что-то там снимают, фотографируют. Я думаю, слушайте, ну оно все равно сейчас будет все уже в пабликах. Что я буду вот это вот тут его снимать? Тем более, что я не сторонник показывать то, что происходит. То есть не сторонник ориентировать, куда, что там, куда прилетают. Вот. Какой ужас творится, ребят. Ну какой ужас, ну серьезно. Нет, ну я сейчас все расскажу, конечно, постепенно, что творится, что не творится. Но я сейчас нахожусь в центре Киева, на Майдане Независимости. И посмотрите на этот ужас, который творится. Вон люди лениво ходят, фотографируются. Вон на фоне меня машины ездят, видите? Вот. Машины ездят, все хорошо. Значит, первое, что меня рассмешило просто до ужаса, да, это рашисты уже у себя, они в пабликах беснуются сейчас, именно там разрывает их просто от счастья, что погибли люди. Люди действительно погибли. Мои глубочайшие соболезнования погибшим родственникам, погибших ни в чем не повинных абсолютно мирных людей, да, вот. Но какие они счастливые, что эти люди погибли, понимаете, это ж, блядь, счастье какое для них. Что касается каких-то объектов критической инфраструктуры, серьезных каких-то повреждений, я ничего, если честно, такого пока не понял. Сейчас писали о том, что СБУ, в СБУ прилетело. Ребят, тут СБУ от меня километрах в 2, наверное. Знаете, я ничего не слышал. Вот. Со слухом у меня вроде порядок, все нормально. Я надеюсь, меня хорошо слышно. Очень сильный ветер у нас сейчас. Вот. Такая солнечная погода, но при этом очень сильный ветер. Вот. Крымскому мосту я радовался. Так я и буду ему радоваться. Потому что Крым — это Украина. И строить мост туда вас никто не просил. Пока вы не заберетесь с нашей земли, вы будете гибнуть. Пока вы не заберетесь с нашей земли, ваши люди, которые сюда приходят, будут гибнуть. А мы будем этому радоваться. Потому что вы на нашей земле. Потому что нехер сюда ходить. Что дальше? Ну, конечно, буду радоваться. Но я же не смертям людей радуюсь, понимаешь? Я же не к вам домой пришел. Мы же не в вас ракету пустили, идиоты. И радуемся. Мы на своей земле. Вы этого просто никак понять не можете. Вот так вот, самое интересное у рашистов первый закидон самый интересный, это что Зеленского вывезли в бункер во Львове. И они об этом пишут, и прямо такие: о, Зеленского вывезли, все, конец, это самое, за 3 дня все по плану, потерь нет, всерьез не начинали и так далее. В общем, понеслась вот эта вся ихняя чепуха. Зеленский вышел, только что сделал стрим из-под офиса президента, то есть он на месте, все нормально, никаких вопросов в этом смысле нет. Что еще? Залужный сообщил может, я что-то упускаю сейчас, да, потому что я все-таки на ходу, но из того, что я читал, Залужный сообщил о 71 ракете, выпущенной в Украину, из них 41 была сбита. Это при том, что у нас, я вам напомню, противоракетной обороны как таковой и нет. Это что касается помощи західних партнеров наших, да, то они нас так этими не обеспечили. Вот. Да-да, Раисов перде. Будете сосать все. Будете просто все насасывать жестко и очень долго. Вам будет так больно. Вы даже себе не представляете, как вам будет больно. Героям слава. Вот. И 41 из них сбита. Это при том, что противоракетной обороны у нас нет. У нас есть только противовоздушная оборона. Что касается дронов, то опять-таки обещается 19 числа нам выдадут все необходимое для того, чтобы сделать антидроновый
купол над нашими городами. По крайней мере, над основными. Ну, 19 число еще не наступило, а дроны они уже на треть свои использовали. Потому что, насколько известно, там 300 дронов было сбито. Да, ужас, смотрите. Ужас, смотрите, все бегут. Все в Киеве куда-то бегут, все испугались. Смотрите, рашисты, смотрите, как все боятся вас. Судный день. Медведев же сказал, что будет судный день. Взял в рот член Путина, а Путин взял в рот член Медведева. И вот это вот их судный день. Понимаете? На понадуса, слава Украине. Все буде добре. Значит, что известно? Могу сказать, что на вокзале у нас на центральном чуток повыбивало стекла. Ну, такое, знаете, сродни каким-то хулиганским действиям. Вот. Я видел другие прилеты, я видел это все, я не буду этого всего показывать. Неизвестное количество жертв пока что. Понятно, что никакой ни тактической, ни стратегической цели минимальной этим обстрелом сегодняшним Россия не достигла вообще. То есть это просто для их тупорылого электората просто кинуть куда-нибудь ракеты в Украину, чтобы просто тупорылый электорат побесновался, как мы ответили, какая у нас ответка охеренная. Вот и все. Для лохов, для дебилов, для баранов из России вот это вот все сделано. Еще раз, никаких ни тактических, ни стратегических целей здесь этим они не достигли. Что еще? Ну, я не знаю, я могу с вами по Киеву очень долго гулять и, в общем-то, рассказывать все эти вещи и повторять их по кругу. Но, если честно, на данный момент, если тут повыписывал какие-то нюансы, которые тут уже кто-то сообщал, говорил, ну, ничего интересного, понимаете, ничего интересного. Рашисты говорят о том, что, ну, почему они радуются вообще, да? Я сегодня скидывал в Телеграм там видео с Астрахани, с Архангельска. Блин, вы просто посмотрите, как они живут. Они живут в бараках, в которых им либо на голову может потолок упасть, либо они могут под землю провалиться. Они до сих пор там на улицу ходят, знаете, в туалет. Поэтому они и радуются. Они жить не хотят. Им жить неприятно, понимаете? Поэтому они хотят, чтобы они сдохли, и они хотят, чтобы все сдохли. И они хотят, чтобы мы жили так же, как они. Ну, это им, как бы сделать, как вы понимаете, не удастся. Светофор. Я успел. Сейчас я вам покажу, смотрите, все бегут. Переключу камеру сейчас, смотрите. О, смотрите, все бегут. Смотрите, какая паника в Киеве. Это же ужас. Невозможно выйти. Смотрите, колонны машин на выезде из города. Как-то не очень быстро, правда, бегут. Вот. О, вот один, нашел. Я его нашел, бегущего. Видите? Вот они все бегут, значит. Короче, рашисты, пососите просто. Что я вам скажу? Пососите просто. Судный день ваш, вот это вот 71 ракета, да? Вы думаете, это для нас вообще... Вот когда вы мне пишете про ответку, да? Ответку. Я вас спрошу, а 7 месяцев этих вообще что происходит? Это что, это приветка? Или что это такое? 7 месяцев вы, дебилы, бомбите ракетами, блин, и всем чем угодно нашу страну, все города. Мы, хотя это не доказано, ну, допустим, сделали то, что сделали с Крымским мостом. И вы мне пишете про ответку. А в чем она заключается, эта ответка? Если 7 месяцев вы бомбите, в любом случае, это все равно происходит. В чем же ответка тогда заключается? За один пуск летом выпускалось 74 ракеты. 74 ракеты выпускалось за один пуск летом. Сейчас 71, это все, это судный день. Вашу мать, да вы просто, у вас по чуть-чуть просто это все заканчивается, вы вообще скоро с голой жопой останетесь. Поэтому вы уже не можете так массированно обстреливать, как тогда. Но если вы думаете, что кто-то испугался сейчас вот этого того, что происходит, ну вы просто дебилы. Ну, в принципе, вы дебилы и есть. Поэтому это я так, ну, на всякий случай, может быть. Так, бегущих показываю. Смотрите. Паника. В Киеве паника, ребят. В Киеве паника. Зеленского вывезли в бункер.
Видите? Видите машины с украинскими флагами? Мы все объединены в борьбе против вас. Против вас, мразей, тварей, которые пришли на нашу землю, бомбят нашу землю, которых никто сюда не просил, и вы за все ответите. Вы будете больно, вам будет больно. Вы... Не хочу материться, потому что за прошлый стрим меня наругали, хотя, по сути, я просто читал то, что было написано. Ну да ладно. Все, ребят, как вы понимаете, ничего нового это не случилось. Все продолжается, то, что уже и продолжается 7 месяцев подряд. Где-то оно активизируется, где-то больше, где-то меньше. Но в сущности, ну пусть в рашистских пабликах там, не знаю, радуются, раздувают, пишут там все, что они пишут. Я вам показываю все как есть. Естественно, ну, был бы у меня такой самокат, как у этого пацана, который сейчас приехал, я бы еще бы покатался бы. А так, ну, прошлись, Майдан, Хрещатик, да. Вот. Обычный ленивый день, знаете? Ничего больше. Ребята, держитесь. Еще раз соболезную всем родственникам, близким, друзьям безвинно погибших мирных людей сегодня в результате очередного обстрела. Но я также и хочу напомнить, что это все у нас продолжается уже 7 месяцев изо дня в день. Слава Україні! Ми переможемо!